Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я хотел бы показать мой обновленный балкон. Я очень долго шел к этому процессу, я прошел через несколько этапов, так сказать, подготовки к застеклению балкона. Да-да, друзья, потому что я очень долго не хотел закрывать балкон. Именно в плане, да, я живу возле океана, я хотел свежий воздух, но вы знаете, огромное количество проблем с открытым балконом, как ни крути. Во-первых, у нас случаются калимы. Калимы – это песочные песчаные бури. Ветра гонят песок из пустыни Сахары в наше направление островов Гран-Канария и в целом Канарских островов. И попадает этот песок везде, он забивается везде. Если не закрывать плотно окна герметично, с открытым балконом, то есть я, знаете, наверное, в общей сложности месяц в году этот балкон засыпан у меня песком, пылью, грязью. У меня на балконе, как вы знаете, очень много растений различных растет. Они все заполняются пылью, если их не убрать. Ну, это крайне неудобно. Плюс я живу на 13 этаже, опять-таки возле океана, бывают очень сильные ветра. И я установил, вы знаете, специальный стеклянный борт. Такой был в высоту 40 сантиметров, да, фотографии вы все увидите в процессе моего рассказа. Который защищал растения, соответственно, я мог держать там кактусы. Но все равно от сильного ветра это не спасало. И когда после калимы всегда наступал дождь, это тоже беда. Имея суккуленты на балконе, мне приходилось все время их заносить, убирать. Вы знаете, очень много лишних телодвижений, много лишней уборки, мыть стены приходилось после этой калимы. И я установил навес. То есть это мои постепенные шаги. Луна. Собаки мои прыгают. Смотрите, вот пришла моя Луна. И тут Ноа еще прыгает рядом. Так вот, я установил специальный навес. Беги, играй, сынок. Этот навес я установил. И вы знаете, этот навес от сильного ветра его тоже телепало. Поэтому пришлось делать 2 штыря, вбивать их в стены, да, с помощью дрели, устанавливать на веревках, когда был очень сильный ветер, он был регулярно подвязывать. То есть с улицы казалось, вот мне не хватало только пиратского флага, потому что это был какой-то корабль. Вы знаете, этот стеклянный борт, этот навес в виде паруса, навес был прозрачный, из такого пластика, силикона какого-то сделан, да, чтобы растениям не загораживать свет. И он был практически невозможно его было почистить. Мне кажется, за год я его чистил пару раз, потому что это просто миссия невыполнимая его почистить была, этот навес. Ну, не буду долго прям рассказывать. Навес поганый был. Хотя защищал от дождя. Но и то не всегда. Если был очень сильный дождь и бил он со стены, с другой стороны, так сказать, то все равно растения могли намокнуть. Поэтому, намучившись, Николай все-таки собрался духом и решил застеклить балкон. И вы знаете, я абсолютно не пожалел. Результат меня лично, я знаю, что на вкус цвет товарищей нет, как бы каждый имеет право думать, что ему нравится и как нравится, и стены кому-то там белые не нравятся, мои, например, еще что-то. Но я очень доволен, вы знаете, я прям в восторге, я уже практически неделю наслаждаюсь этой жизнью, я просто не знаю, как я жил до этого, у меня появилась теперь столовая комната благодаря балкону, цветочно-столовая комната. В общем, не буду вас больше загружать моими историями, я сейчас вам все буду показывать в подробностях, в деталях. Первым делом я вам покажу, как балкон уже выглядел без этих стеклянного бортика, я уже его убрал. То есть, грубо говоря, день, когда устанавливали окна. И потом я уже вам покажу финальный результат. Всем, кому интересно, друзья, оставайтесь со мной и приступим к нашему балконно-цветочному видео. Так, друзья, вот так выглядит балкон в его последний день до изменения. Я уже жду строителей. Они должны сменить, как строители, ремонтники, которые будут устанавливать балкон. Вы можете видеть здесь плитка. Остались отверстия в этой плитке от моей стеклянной конструкции, которую я вам показывал на фото. Стены, вот такой вот рассвет. Очень рано, еще 8 утра. Я уже наготове, поджидаю этих ребят. Волнительный момент, я очень долго ждал это. Смотрите, здесь видна стена, да, вот такие следы остаются от калимы, от этой грязной, когда я мыл, я поснимал все полки. Вот так выглядит мой навес, который здесь висел и до сих пор висит, да, как вы можете видеть, который будет убран. Еще висят горшки с подвесными ампельными растениями, но я их тоже уберу. Вот Луна, что-то пришла здесь понюхать свое. Вот такая зона. Я хочу вам сегодня показать мой обновленный балкон, но начнем мы с моей гостиной. Вкратце пройдем постепенно к балкону. Будем подбираться, так сказать. Вы уже можете видеть, да, что он стал застекленным. Здесь стоит моя небольшая группа сансевьерий. Кстати, хотел вам показать интересный момент. На этой сансевьерии небольшой массониана. Лист треснул в свое время при пересадке. Она дала, смотрите, вот такой крошечный, маленький абсолютно лист. Именно из трещины листа. То есть очень интересно получилось. Здесь также стоит моя небольшая коллекция минералов.
которую я собираю, люблю. Это портрет моей собаки Ноа, которую сделала моя очень хорошая подруга Юлия. Она занимается изготовлением разных брошей, и она вот мне сделала в подарок такие два портрета кошки Лучия, которая у меня раньше жила, и вот Ноа, тоже портрет небольшой. Так, продвигаемся дальше. Здесь еще стоят мои сансевьерии. Тоже вы могли их видеть неоднократно. Здесь они живут, чувствуют себя прекрасно. Дверь на балкон, давайте я вам покажу. Кто первый раз на канале, может быть, она стеклянная. То есть света им достается очень много. С утра балкон выходит, это окно в целом выходит на восточную сторону. С утра это все залито солнцем. Я очень часто выкладываю фотографии этого угла в Инстаграме, что очень его люблю, очень меня вдохновляет. И сейчас мы будем выходить с вами на балкон. Здесь спят мои собаки. Большая проснулась, а маленькая так и спит. Маленькую вырубила на повал. Знаете, они носились очень активно, потом на солнце их разморило на балконе, и они уснули. Да, сейчас я вам буду все постепенно показывать. Здесь стоит моя небольшая обувная стойка, но нужно мне развернуться, потому что иначе, хоть сейчас уже нет солнца, посмотрите, но погода достаточно ясная, океан наш прекрасный. И вот так это все выглядит. Сейчас я вам, во-первых, смотрите, здесь у меня сейчас стали висеть 3 таких крючка. Хорошо они закреплены, ничего не упадет. Все очень крепко посажено на хорошие шурупы. Горшки в целом не тяжелые. Здесь висят мои крестовники. Да, вот это рипсалис, по-моему, в центре, если я не ошибаюсь, один из рипсалисов. А данный крестовник Роули, он сейчас цветет. Вы можете видеть, да, его цветение. Такие у него интересные выходят цветочки. Потом появляются семена. Не знаю, можно ли его будет размножить этими семенами, но было бы интересно. В общем, они здесь живут. Сейчас о полках мы сейчас поговорим. Теперь у меня также здесь стоит стол, друзья, на который я просто дал слово сам себе, что не буду ставить никакие растения, ибо этот стол теперь потрясающий у меня используется в быту для завтраков, обедов и ужинов. Очень-очень приятно здесь находиться, на самом деле. Получилась такая мини-столовая комната, да, фактически на открытом воздухе, потому что балкон очень хорошо открывается, я вам все это сейчас покажу. Буду показывать вам все небольшие детали сегодня, мы так посмакуем немного, я думаю, вы не против. Здесь стоит несколько ламп, вот одна, вторая. Так как здесь нет центрального освещения, я думаю пустить небольшую, как это называется, LED, такую, да, полоску. Но пока это в мыслях, здесь стоят несколько свечей. Сделал я еще вот такую свечу тоже, подсвечник, была банка такая зеленая с кактусом. Я покрасил в мой стиль, так сказать, в черный акрил и установил свечу внутри. Знаете, не думаю, что буду ее поджигать, хотя если я подожгу, ничего не случится, потому что это очень плотное стекло. Но в целом мне больше нравится как обычный декоративный момент, да, вот такая свеча. Так вот, продолжаем. И вот здесь еще вы можете видеть, да, пара ламп, помимо моих собак спящих, пара ламп на полу тоже стоит. Ну, это временное решение, я, возможно, их заменю. Так вот, теперь у меня стало 5 полок. Друзья, раньше у меня было всего 3 полки здесь, но, опять-таки, полок в нашем цветочном деле много не бывает. Я решил установить 5 полок. И, кстати, покрасил одну стену, как вы можете видеть, в моей абсолютно белой квартире. Появилась стена такого цвета. Кстати, было бы интересно услышать мнение зрителей дизайнеров, да, ну дизайнеры, все мы дизайнеры в душе, так же как и я. Всем, что вы считаете по поводу этой акцентовой стены? Вы знаете, я когда покупал краску, было написано, что это будет пепельно-серый оттенок. У меня есть такой светло-серый оттенок в квартире, и я думал, прям будет шик. Но вы знаете, когда покрасил, я прям очень расстроился, потому что цвет, он более такой, вы знаете, серо-розовый, какой-то такой, как чем-то напоминает йогурт черничный, да, вот кто знает. На вкус он, в принципе, достаточно хорошо передается на камеру. И я прям расстроился, и было сразу его покрасить хотел в белый, но потом думаю, попробую-ка установлю полки и посмотрю, как это будет выглядеть. Вместе с полками, с белыми горшками. Вы знаете, в целом мне нравится. В целом мне нравится, не могу сказать, что я прям разочарован видом этой стены, но не знаю, давайте проведем мини-голосование. Кто за белую стену на фоне сансевьерии, а кто за такую оставить? Тут у меня стоит несколько горшков. Сегодня не буду подробно останавливаться на названиях растений. Здесь стоят несколько сансевьерий, стоит маленькая хавортия, стоит также черенки от этого крестовника, уже, кстати, начали подрастать, оживать. Веточки отвалились при пересадке от него. Смотрите, на следующей полке тоже стоят у меня сансы. Как вы можете видеть, я вешал эти полки в таком шахматном порядке, да, потому что я знал, что
по высоте я не смогу все сансеверии поставить на такие полки, потому что около 40 сантиметров высота, 38-40, то есть так примерно я старался вешать, но смотрится, мне кажется, абсолютно шикарно. Да, поэтому некоторые полки я повесил в шахматном порядке, и, например, здесь стоит моя прекрасная Fernwood, которая прекрасно стала здесь, да, ей хватает места для роста. Здесь стоят мои цилиндрики, бонсель, пара кактусов, мои совы, тоже есть небольшая коллекция сов у меня в квартире. А здесь еще стоят гимнокалициумы, тоже сансеверии, да, вот это дракон шикарная. Кстати, этот гимнокалициум скоро зацветет, посмотрите. Постараюсь показать поближе. Видите, у него небольшие бутоны. Скоро он зацветет, этот красавец. Вот этот кактус тоже мне очень нравится. Совершенно случайно его встретил среди микс-кактус. Да, стенокактус варигатный. Ни разу не встречал такую мутацию именно живьем. И стоил он мне сущие копейки. Вы знаете, мне кажется, он просто затесался там случайно. Также вот стоит мой самурай. Здесь еще стоят несколько сансеверий, стоит хавортия. Тоже мои кактусы. Который тоже, по-моему, называется лобивия, да? Или как он называется? Да, лобивия он называется. Очень люблю этот кактус. У него колючки похожи на волосы. Он абсолютно мягкий. Всем, кто хочет найти себе мягкий кактус, не колющийся, вот такой лобивия, очень славный. Здесь еще несколько сансеверий. Смотрите, кстати, вот это моя сансеверия мото собралась цвести. Не очень люблю сансевериевое цветение в том плане, что розетка практически всегда, в 100% случаев, прекращает продолжать развиваться после цветения. Ну и цветение оно не особо красивое, я не помню. Мото это у меня уже однажды цвела, вы знаете. Я не помню, ароматная она или нет. Вот у меня сейчас еще зацветают две парвы в прачечной. Они очень приятно пахнут, но все же жаль, конечно, когда они начинают цвести. Смотрите, вот эта сансеверия Tough Lady дала две детки мне уже достаточно крупные. Это, кстати, новинка моя сансеверия красула или красула, да, варигатная, очень красивая, такой бело-розовый вар. Смотрите, какая интересная малышка. Здесь еще одна красула стоит и мой кактус домино. Заметил, что домино не любит очень яркий свет, он начинает с зеленого становиться каким-то рыже-красным, и мне, честно сказать, не нравится такой оттенок, поэтому я его храню немного так притененным. Да, и он такой зелененький, стоит сочный, прекрасно себя чувствует и хорошо выглядит. Полки я, кстати, эти покупал в Leroy Merlin. Пару раз меня уже спрашивали насчет этих полок, где я беру, как они устанавливаются. Полки эти, вы видите, да, ничего не видно под ними. Идет металлическая конструкция, небольшая металлическая конструкция на 9 шурупов. То есть я обычно использую 8 шурупов, потому что выдержит она до 10 килограмм. Если вы будете ставить небольшие горшки, то вам, в принципе, 9 шурупов такого большого количества отверстий в стене и не нужно. Да? Вот у меня стоят по 8 шурупов все эти полки. Вставляется эта металлическая, приделывается эта металлическая конструкция, и потом на нее уже насаживается вот это ДВП или ДСП, материал как под дерево, да, насаживается уже эта полка белая. То есть вот так аккуратно, нет никаких моментов, да, того, что там какие-то подставки, еще что-то, такие полки, висящие в воздухе практически. Следующий момент, давайте я вам еще озвучу, и мы уже поговорим непосредственно о конструкции балкона, да, так. Здесь стоят мои кактусы, мои форбии. В принципе, здесь только стоят кактусы и форбии разнообразные. И мы сейчас о них поговорим. Очень много всего, я очень доволен результатом, честно вам скажу. Вы знаете, получается прям шикарная комната. Здесь еще висит один мой крестовник. Я считаю, он заслуживает внимания. Кто следит за моим каналом, видел, что я в свое время привез его из отпуска одним черенком. Вы знаете, примерно вот такой длины был черенок. Один. Да, вот от начала горшка до низа этого. Я его постелил в небольшой горшок, прикрепил его наподобие невидимками чем-то таким, да, кусочками проволоки. И посмотрите, как он вырос. Примерно за год вот такой огромный у меня уже стал крестовник. Здесь также моя картина кактуса, которую я тоже делал. Он был на обычной доске. Вы знаете, доска эта была очень некрасивая такая. Было видно, что с какого-то дешевого китайского магазина. И я взял обычную шпатлевку. И все это дело зашпаклевал. И установил снова рисунок, этот металлический такой кактус. Слышите, да, он металл. Установил этот кактус. Мне кажется, стало намного более интересно и, так сказать, индивидуально, да, стильно. Вот такая тема. Итак, балкон. Друзья, конструкция. Вот такая конструкция у балкона. Да, балкон у меня очень небольшого размера, но я постарался сделать его максимально оптимально комфортным для меня и для растений. Смотрите, нижняя часть
балкона, она не двигается, не снимается, ничего. То есть это стандартная часть, которую нужно мыть, так сказать, снаружи, снутри. Она не двигается. То есть кактусы, они всегда стоят спокойно, их не нужно отодвигать, чтобы открыть окно, еще что-то. Одно окно имеет обычную стандартную систему открывания, да, как вы все знаете. Вот так я не буду открывать сейчас, хотя могу открыть, показать. Просто у меня открыты другие окна в квартире, в противоположной стороне, и начинает очень сильный ветер. Кстати, стекла двойные пакеты, достаточно хорошая шумоизоляция, несмотря на то, что сейчас слышно машину, да, но вот у нас полицейскую, у нас здесь такой есть автомобильный парк, периодически здесь что-то чинят, шумят очень сильно. Вы знаете, с тех пор, как появился балкон, шумы на 70% сократились. Раньше на балконе находиться практически было невозможно в течение дня, да, пока не заканчивает свой рабочий день. Но сейчас, мне кажется, балкон будет моей зоной, просто меккой для съемки новых видео. Я очень доволен им. Так вот, одно окно установлено так, да, открывается вовнутрь, чтобы не делать его мертвым, так сказать. Не иметь возможности его как-то помыть нормально, потому что так его можно открыть, помыть легко, закрыть. Все остальные окна установлены по принципу, дайте я закрою сейчас дверь на балкон, чтобы не было такого сквозняка по малышам, по моим не тянуло, потому что они, ну так, смотрите, сладко лежат эти кошеньки. Ой, такие мы сладкие, да, сладкие, лежим. Так вот, все 4 окна, друзья, они двигаются по рельной системе, то есть они двигаются вот так, открываются. Я вам сейчас покажу, очень легко, смотрите, видите, открывается. Это окно там тоже стоит на защите, оно также может двигаться сюда. Это окно также двигается, и фактически мы можем наслаждаться панорамным видом с открытыми окнами. Ни вовнутрь, ни наружу, то есть они раздвигаются вот так. Да, абсолютно попадает огромное количество свежего воздуха. Я уже сказал, двойные стеклопакеты, они вынимаются. То есть я когда собирался делать эту идею, я общался с людьми в Инстаграм, сделал пост, и мне писали некоторые люди свои сомнения по поводу балкона, что я не смогу его мыть, что растениям не будет света, что балкон мой очень быстро запачкается. Но вы знаете, я, в принципе, порядок люблю, окна я мою регулярно, поэтому окна все эти можно брать и легко вынимать. Сначала вынимается это, то есть берется оно с двух сторон, открывается, то есть защелка убирается, вынимается. Конечно, все нужно делать аккуратно, но когда стоит еще это окно, это абсолютно безопасно. Вынимается, моется и опять устанавливается в свою форму. У меня все такие окна в квартире, да, в комнатах тоже такие окна. И на самом деле это очень удобная система именно для уборки, для мытья этих окон. Не нужно самому высовываться, да, я живу на 13 этаже. Не нужно самому высовываться, ничего такого делать. Поэтому, друзья, вот такая система балкона. 4 окна на рельной основе, выдвигающиеся очень легко и комфортно. Одно окно, открывающееся вовнутрь. Им я даже пользоваться не буду. Чисто вы знаете, когда нужно что-то поубирать, именно помыть его, открывать. И, соответственно, берешь тряпку, высовываешь руку и пошел себе мыть нижнюю часть. И также можно помыть бортик, то есть все вполне себе удобно. И вы знаете, кактусы мои здесь Здесь стоит у меня еще небольшой такой обувная подставка, я ее сколотил сам. Тоже, потому что никакая не помещалась в магазин, пришлось делать самому. И вот сейчас я вам покажу еще немного мои кактусы, суккуленты. Эти мамилярии, это цветет круглый год практически, она не прекращает цветет. Да, вот такие вот стоят малыши. Кстати, вот стенокактус я вам показывал варигатный, это обычный, он, кстати, зацвел первый раз у меня. Вот такие кактусы, этот у меня новинка. Тоже красавец, очень мне он нравится. В Инстаграме я показывал. Кстати, в Инстаграме очень много материала бывает дополнительного, которого вы не увидите на YouTube-канале, потому что я не могу отснимать каждый мой шаг на видео, поэтому какие-то моменты они видны только в Инстаграме. Вот такие дела. Вот такой вот в целом балкон, друзья. Вот такая коллекция кактусов. Кстати, еще один момент. Сейчас они стали плотнее стоять, хотя все кактусы, на мой взгляд, и форби просматриваются достаточно хорошо. Но балкон, конструкция балкона, она... Сейчас я закрою окно, потому что я разговариваю, я чувствую, что шумит немного с открытым окном. Секунду. Посмотрите на кактусы. Так вот, конструкция окна, да, вот эта балконная, она съела некоторое количество пространства. Вот вы можете видеть зашпаклеванные отверстия от стекла, которое я вам показывал в начале видео, как оно выглядело, да.
Соответственно, сантиметра 4 ушло. И раньше, вы знаете, я мог ставить кактусы до этого момента вот так. Они у меня стояли, получается. И, соответственно, смотрелись они менее плотно стоящими друг к другу, чем сейчас. Но в связи с тем, что нет пространства, пришлось их ставить так. И вы знаете, есть такая идея. Я думаю, я установлю небольшой, чуть выходящий, но буквально на сантиметра 3-4, опять-таки, подоконник, чтобы он и проходу не мешал, да, потому что балкон, как я говорю, он достаточно узкий. Но я думаю, 2-3 сантиметра роли не сыграют для прохода моего, а именно для кактусов будет намного более свободно, и я смогу их более удачно расположить. Но опять-таки это все в будущем будет сделано, друзья, потому что сейчас я уже устал, я наработался, натрудился, потому что устанавливали мне конструкцию рабочие, соответственно, но все покрасочные, шпаклевочные, штукатурочные работы, в том числе работы по устранению щелей между стеной и балконной этой конструкцией пришлось сделать мне. Оказывается, здесь не включено это в стоимость, что тебе все сделают. И не то, что даже не включено, что сами люди, которые устанавливают окна, они не занимаются, так сказать, я даже не знаю, как это будет сказать по-русски, то есть полностью герметизацией, да, окон. То есть они установили, и мне пришлось самому полностью пеной специальной, как пастой, 12 тюбиков у меня ушло, друзья, на то, чтобы полностью убрать все щели, которые оставили мне строители, дай бог им здоровья, после завершения своих чудесных работ. Но вы знаете, по канарским меркам сделано все хорошо, я уже привык, я не претендую ни на что, я уже благодаря моим ремонтным работам научился сам много чего делать, что тоже большой плюс. Вот такие малышки мои. Все, друзья, вот такой был обзор по балкону. Мы сейчас пойдем кушать, обедать. Comer. Когда им говоришь слово comer, comer это есть по-испански. Comer, chicas, comer. Vamos a comer. У них начинается все движение, они готовятся. И сейчас мы пойдем обедать. На этой ноте я с вами прощаюсь. Ноа Луна, Николай, берегите себя. Подписывайтесь при желании на канал. Не забывайте ставить лайк, писать комментарии, вы этим очень сильно помогаете развитию канала. До новых встреч, с вами был я. Пока-пока.